перед тем, как организовывать все это мероприятие, мы вывесили пост, где было затронуто сразу несколько вопросов, да, значит, почему нужно выделять политические группы, ряд других. Я сейчас по ним озвучу несколько тезисов таких для затравки, а потом мы перейдем с вами к вопросам более детальным или то, что вас больше интересует и так далее. Дело в том, что вот Петр Сергеевич сказал про мои какие-то новые идеи. У меня никаких новых идей на самом деле нету. Все мои идеи очень старые, я бы сказал, ветхие. Да? То есть принято было в 20-е годы и еще при царской России изучать Китай как отдельные субъекты с субэтническими группами. То есть никогда не было понятия какого-то единого Китая. Сам по себе слово Китай, Чунго, это серединное государство. Это даже не этноним, да, как Россия, да, это страна русских, Белоруссия, белорусов и так далее, это не этноним. И даже когда мы берем, например, самоназвание китайцев, да, они говорят ханзу или ханжен, а на юге говорят танжен или танзу, да, это ханьские люди или танские люди. То есть это самоназвание по государственному устрою правящей династии. То есть в данном случае мы видим, что этнонима как такового китайцев не существует. Это было бы странно, если бы мы называли себя, а вы какие? А мы Рыковичи, да, или мы там Виндзорские, да, или мы Романовские, или там близко, плюс-минус похожи, да, на советские, что-то такое, но этнонима нету. А суть в том, что Китай изначально, как и британская энциклопедия говорит, да, в том числе там существует 8 языков, да, 8 Chinese languages, то есть 8, они выделяют 8. И советское востоковедение по политическим причинам все это сгруппировало в единый китайский этнос, ханьцы, чтобы как раз преодолеть вот эту мощную децентрализующую тенденцию. Кроме этого, современные политические исследования в серьезных государственных структурах Японии, я считаю, это самое сильное востоковедение все-таки в Японии, если считать не китайские, да, востоковедение, это там Тайвань, Гонконг и так далее, кто изучает китайцев, да, именно китаеведение, они точно выделяют эти этнические группы, и они говорят о борьбе мощной между комсомолом и Си Цзиньпином. При этом они не говорят, что Си Цзиньпин это выдвиженец армейских групп. Точно такой же, как выдвиженец Ас-Сиси, Абдуль-Фаттах Ас-Сиси, да, в 2013 году, который произвел переворот в Египте. Более конкретные примеры не буду называть на постсоветском пространстве, вы тоже прекрасно понимаете, знаете, о чем я говорю. И книга, она просто берет вот эти принципы субэтнические, поскольку по основному образованию я лингвист, я очень легко, и у меня диалектная работа тоже была, выделяю эти лингвистические различия между различными группами. Особенно, вы знаете, вот чувствуется, как различаются языки, близкие, белорусский и русский. Вот то же самое, как будто я в Гуандуне нахожусь, и вроде бы китайцы говорят по-гуандунски, например, давайте выпьем, да, сушим бокалы, ганбэй, да, и кантонцы говорят кампуй, то есть это то же самое, да. Или кампай японская, да, это с 9 века как раз кантонского языка, диалекта, который лег в основу нынешнего диалекта и был древнекитайским языком. То есть вот это вот четкое разделение между, соответственно, субэтносами. Субэтносы, они носят очень ярко выраженный длительный исторический характер, формируют собственную элиту и инкорпорируют ее в центр, в Пекин. Всекитайское собрание народных представителей, все это проанализировано табличным образом, то есть все, какая провинция сколько выделяет, соответственно, представителей, как представители инкорпорируют свои представители группы субэтнические в исполнительные органы власти, законодательные и так далее. То есть вот здесь совмещено рассмотрение двух систем координат. То есть одна система координат это конституционная, то есть мы видим по конституции органы власти, да, которые существуют в Китае, и, соответственно, кланово-этническая, то есть как каждый конституционный орган распределен внутри по кланово-этническому принципу. Я это все прожил, и я это все хорошо понимаю, что 10 лет жил в разных провинциях, в 5 провинциях Китая. Я четко понимаю, что даже уже в Аньхое, там буквально 1500 километров от, соответственно, Пекина, уже с трудом говорят на китайском, по Тунхуа, они пытаются на нем говорить, но они не понимают. Есть каналы, настоящие каналы в Хунане, в Аньхое на местных диалектах. Причем не один, не два, не три. Я могу это очень долго разговор вести, и речь идет не только о маленьком Гонконге или провинции Гуандун, а весь Китай представляет собой такую диалектную картину. При этом внешне китайцы, они пытаются преодолеть вот эту табуированную разобщенность, внешне они транслируют тезис о единстве. Да, то есть это вот все время, и даже в уставе КПК фракционность это страшнейший грех, то есть за него могут и исключить и так далее, за образование фракций. Тем не менее, вот издание Nikkei, это информационное агентство Японии, открыто говорит о том, что выдвиженец комсомольской группы Хучинхуа испытывает сложные проблемы, потому что вот ему, значит, не дают пойти на пост председателя из-за того, что Си Цзиньпин поменял конституцию, и теперь он будет бесконечно править. Да, то есть
И имея вот эту книгу, вы имеете определенный ключ. Он несовершенный, потому что это работа одного человека, но это все же ключ, который вам дает понимание, да, внутри, как субэтнические интересы делятся. Почему у нас в составе Постоянного комитета Политбюро, высший орган власти Коммунистической партии Китая, 7 человек, из них, соответственно, Ли Кэтян, это уроженец провинции Аньхой, и Ван Ян, уроженец провинции Аньхой, оба они комсомольские лидеры, и еще Си Цзиньпин, значит, соответственно, и Джао Лэцзи – это выходцы из провинции Шэньси, да, и, соответственно, глава парламента Ли Чжаньшу – это человек, который долго работал в Сиане и тоже является связан с группой Си Цзиньпина, и, по сути, обеспечивал ему парламентское большинство при продавливании вопроса Конституции и отмене ограничений по срокам. То есть вот у вас появляется первое приближение к определенный ключ, как понимать китайскую политику. Почему, например, Си Цзиньпин говорит, условно, там, да, 1 ноября 2019 года, я сейчас не точно не вспомню, да, что да, бедность в Китае преодолена, а Ли Кэтян через 2 дня, да, с несвойственным для китайцев плюрализмом говорит, а у нас 700 миллионов бедных, 600 миллионов бедных, да, которые не могут себе позволить даже снять квартиру, например, в Шанхае или в Пекине. То есть для, например, формального, условно, назову его формальным, не государственным, а формальным востоковедением, это какой-то плюрализм, это какая-то, ну, это, по сути дела, напоминает шизофрению, то есть первое лицо и второе лицо говорят разные вещи с лагом в 3 дня, причем противоположные, да. Другой пример, да, Си Цзиньпин говорит, надо сохранять экологию на бассейне реки Янцзы, не надо расширять, соответственно, мощности гидроэлектростанций в бассейне реки Янцзы, и через неделю Ли Кэтян говорит, надо расширять мощности гидроэлектростанций, и вы понимаете, что Ли Кэтян это первый секретарь комсомола, это выходец из комсомольской среды, это ставленник Ху Цзиньтао, который тоже первый секретарь комсомола, и вот эта книга, у кого-то, если еще были сомнения, то тут 700 страниц, которые вот 100 лет истории, буквально все факты ложатся в эту конструкцию. И основное, скажем так, вот основное, но не исчерпывающее, да, скажем так, канва китайской политики, это борьба проармейской суверенной группы и комсомольской, более проамериканской группы. Есть очень мощная шанхайская группа, она всегда идет рядом с комсомольской, в своих финансовых интересах они смежные, но они не общие. Я выделил отдельно еще шаньдунскую группу, это просто еще никто вообще не выделял, это определенный эксперимент, гипотеза близкая к теории, она тоже очень освещена хорошо, потому что проанализированы руководители шаньдунской группы. И, например, на примере Белоруссии, например, мы можем посмотреть, что ваш посол, я помню, у вас сейчас по фамилии Се, который был консулом, да, соответственно, в Петербурге, да, в Петербурге, да, консулом был, а был до этого человек практически не из дипломатических структур, без дипломатического опыта, но и человек из Ухани. И настолько рьяно выражал позицию автономную по Белоруссии, что, я понимаю, что это немножко чувствительный вопрос, но очень это активно выражал, что это вызывало большую ревность у вашего восточного соседа, только не китайского, а российского, да, и его потом поменяли, и определенные сдвиги произошли. То есть вы можете, мы понимаем, что китайская власть, это вообще любая власть, она в принципе неисследуема, это черная дыра, которой я работал сам чиновником Смольным, соответственно, ты не понимаешь, что в соседнем кабинете, какой сговор плетут, да, потому что каждый человек, ну, стремится во власти, соответственно, доминировать и так далее. А когда ты говоришь о китайской власти, ты понимаешь, что там все закрыто, перекрыто и действует на дезинформации и так далее. Но происхождение человека дает как минимум какое-то небольшое основание, его карьерный политический путь, понимать, какую группу он представляет, минимально, да, мы говорим, что это исчерпывающе, потому что для этого требуются еще какие-то инсайды, но минимальное теоретическое понимание, что происходит, мы видим. И мы видим, что приходит Си Цзиньпин к власти и объявляет один пояс, один путь в Астане, в Назарбаев университете, в котором вот как раз я сейчас выступал, он в 2013 году объявляет, значит, экономический пояс шелкового пути. Всем понятно, что до Си Цзиньпина Китай с Соединенными Штатами сращивался в единый экономический организм. То есть при Ху Цзиньтао 600 миллиардов торговли, то есть это просто уже была химерика, да, но это критики называют, что это как химера, да, похоже. Но Си Цзиньпин приходит к власти, корабль разворачивается на 180 градусов к Европе, к Евразии и так далее. То есть отказ от американских рынков. Мы видим сейчас, что Алибаба выходит, ну, не Алибаба, а вот люди из Алибабы, там одна группа, соответственно, да, грибница вот этих лидеров, Диди Дачхо, это сервис такси, только выходит на IPO в Соединенных Штатах, ему бьют по рукам. Alibaba это, по сути дела, американская корпорация, в которой основной владелец это Yahoo, поисковик, японская SoftBank и тайваньский, соответственно, Капитал. То есть это китайское присутствие минимальное.
И мы понимаем, что даже уже на корпоративном уровне идет борьба с американцами условными, да, в, значит, секторе высоких технологий. То же самое, Meituan, корпорация, и просто перечислять не буду, их масса. И им заворачивают руки, соответственно, да. И вы понимаете, читая эту книгу, она где-то, возможно, перегружена деталями. Но у нас получается определенный ключ. И плюс сделан еще и прогноз определенный на основании этого к 1935 году. А мы понимаем, что Си Цзиньпин пытается сейчас закрепиться до 1935 года у власти. И я думаю, что это очень реальный сценарий. Почти 90%, что он продержится до 1933-1935 года. И зная историю с Мао Цзэдуном, мы помним, Мао Цзэдун в 1976 году умирает, но кто вместо него приходит? Да, Хуа Гуфэн, а потом Ху Яобан. Оба эти лидера связаны очень тесно с родной провинцией Мао Цзэдуна. И, соответственно, они до 89 года, 76 все равно остаточный какой-то тренд вот на его власть и его земляков продолжает. То есть мы понимаем, что то, что сейчас закладывается траектория Си Цзиньпина, эпоха Си Цзиньпина, да, социалистско-китайская специфика в новую эпоху, это до 2050 года. То есть мы все будем жить при Си Цзиньпине. Ну так, это юмор, конечно, но тем не менее. И вот это все расклад. При этом Си Цзиньпин будет отходить. Он базируется на других этнических группах фудзяньская. Я жил в Фудзяне целый год, в городе Цюаньчжоу. Я понимаю, что в принципе это маргинальная, более маргинальная субэтность, чем гуандунцы. Что фудзянский диалект, он самый наиболее миннань диалект, отличный от диалекта северного. То есть он просто никто не понимает фудзянцев, когда они говорят. И Си Цзиньпин там руководил порядка 17 лет. И он эту группу сейчас вытаскивает, значит, руководство флота, руководство армии, руководство отдела пропаганды, руководство оргбюро. То есть мы понимаем, что это маргинальная по населению провинция, но он начинает очень мощно своих ставленников расставлять. И мы делаем прогноз, что к 30-50 году действительно эта группа очень мощные позиции займет. Никогда раньше не был глава горкома Пекина выходцем с юга. Я работал в 2 года в Синьхуа. У нас самый южный человек был из провинции Сычуань. И эта женщина, она, скажем так, в уголке сидела, ни одного гуандунца, ни одного фудзянца, ни одного хунаньца в руководстве центральных органов власти страны очень мало в их элите при дворе. И гуандунцы и фудзянцы, они минимально представлены. А сейчас у нас Цай Ци, это мэр, это глава горкома Пекина, это, значит, председатель Олимпийского комитета по организации Олимпиады 2022 года. И это фудзянец, это выход из провинции Фудзянь. Халифен, который работал вместе с Си Цзиньпином, сейчас глава бывшего Госплана, комитет по развитию реформ, тоже потенциально при смене правительства, когда уходит комсомольцы проамериканские, это глава Госбанка. И понимая вот эти вот тренды, вы понимаете, если этот человек будет главой Госбанка, а вы с ним сегодня в Беларуси что-то начнете дружить, вы понимаете, что это значит в дальнейшем для Беларуси. То есть это очень практичная книга для чиновников. Вот такие короткие, если тезисы по первому вопросу. Значит, что ждет конфронтации, что нам ждать конфронтации США-Китай? В первую очередь, самый главный для Беларуси вопрос, и для России в том числе, что Европа де-факто по внутренним вопросам благосклонно относится к Китаю. Она не хочет вступать в конфронтацию с США, и она не видит конфронтацию с Китаем за США. Это означает, что в конфронтации, когда будут какие-то определенные меры, блокирующие развитие Китая, блокирующие внешнюю торговлю, роль транзитных регионов по Евразии будет возрастать. И одновременно негативный какой тренд, будет возрастать давление американских сил на эти регионы. То есть все то, что потенциально в течение 5-15 лет, Казахстан, Белоруссия, Россия, Грузия, все что угодно, все те регионы, которые потенциально готовы стать транзитом, максимально, сейчас это порядка 1% всего внешнего трафика, в основном это морской трафик. Но все, кто может хотя бы 5, 10, 15% трафика принять, это будут зоны давления Соединенных Штатов. Либо это будет цветная революция, либо это будет, не знаю, там, попытка какой-нибудь Талибан накачать деньгами, да, его выпустить в Среднюю Азию, чтобы он не дал, соответственно, состояться одному поясу, одному пути. То есть мы вот это тоже должны понимать. И трафик сухопутный растет, конечно, по экспоненте. 50%, 100% в год, особенно пандемия это показала. Но как он будет дальше расти, это тоже большой вопрос, потому что готова ли инфраструктура российская, казахская или белорусская вытянуть. Сейчас у нас 1%, уже мы видим присутствие давления какого-то Китая, да, ощущаем. А если это будет 5 раз больше, это будет 15 раз больше, ну, понимаю, к каким последствиям это приведет. Война на Тайване, тоже вот следующий вопрос, который коротко, да, хотел бы тезисом одним осветить. И роль военно-политической группы Си Цзиньпина. Тайвань находится прямо напротив Фудзяни.
Си Цзиньпин фактически был и военным комиссаром партийным Фудзянского военного округа, то есть он не знает ни понаслышке о тайваньской операции, как она будет осуществляться в оборонительном или наступательном характере. Он знает ее буквально до номеров дивизий, полков, соединений, флота и так далее. То есть это военный комиссар Фудзяни на протяжении очень длительного времени. Дальше мы понимаем, что исходим из тезиса, что операция на Тайване будет проходить не регулярными войсками, а, скорее всего, силами, условно, там, зеленых человечков, вежливых людей, называют синей армией, да, это, скорее всего, подразделение вооруженной народной полиции, которое сейчас переподчинилось 1 января 2018 года под НОАК, она подошла, она раньше была под Госсоветом, под правительством 1994 года, теперь она под НОАК. Мы понимаем, что в основном руководство вооруженной народной полиции будет осуществлять вот эти вот действия, а флот НОАК, ВМС НОАК, авиация и прочее, это будут просто силы прикрытия, просто чтобы не дать регулярным игрокам вмешаться в эту операцию на Тайвань. Мы начинаем анализировать, кто в руководстве вооруженной народной полиции находится. Человек из Сямэнь, это человек, это по сути дела порт, который основной является базой этого руководства операции на Тайвань. Второй руководитель вооруженной народной полиции тоже человек из Фудзяни, то есть люди из Фудзяни, они сейчас во главе вооруженной полиции. То есть все руководство вооруженной народной полиции настроено на то, чтобы, то есть оно фактически кадры показывают нам, что это люди, которые готовы провести эту операцию. И военно-технически Китай готов. Третий авианосец, да, строит, чтобы заблокировать участие Южной Кореи, Японии, Филиппин. Так или иначе, Филиппины уже дали заднюю. Мы видим, что Дутерте открыто перед парламентом заявил, что мы не будем воевать с Китаем, каким оружием мы будем воевать, у нас нет возможности. То есть уже открыто Филиппины дают задний ход. Это один из основных союзников США, который должен был блокировать, соответственно, операцию китайского флота в Лусонском проливе, да, между Тайванем и Филиппинами, да, между, соответственно, вот этом промежутке морском. Мы понимаем, что Китай, в принципе, готов к тайваньской операции. Но триггером, в принципе, и Си Цзиньпин, да, что такое великое возрождение китайской нации? Китайская нация – это есть определение люди с материка, и, соответственно, тайваньцы. Это придумал Цзян Цзиминь, да, в основном, не то чтобы придумал, этот термин уже он был так или иначе фигурировал в политической повестке, но именно актуализировал его как термин, который объединяет китайцев на материке и на Тайване. Китайская нация, великое возрождение китайской нации, основной лозунг Си Цзиньпина, он связан непосредственно с Тайванем. Мы понимаем, что у нас целое огромное количество наборов факторов того, чтобы Китай готов эту операцию провести. Вопрос только когда. Может быть, после Олимпиады, да, зимней, соответственно, в Пекине, да, Джанцзякоу в Колгане. Соответственно, может быть тогда. Может быть, когда будет кризис какой-то, охвачен кризисом Соединенные Штаты. Кто будет триггером этой операции? Кто у нас спусковой крючок? Само тайваньское правительство, которое видит, что у них власть уходит из рук, что интеграция с Китаем гораздо быстрее идет, чем они могут удержать проамериканский какой-то контроль. Это вопрос дискуссионный. Но то, что Китай технически, политически и на уровне руководства готов к этой операции, это очевидно. И это полная смена тренда вот от того, что было при Ху Цзиньтао, да, такой политика мирного возвращения Китая, как раз комсомольская внешнеполитическая доктрина. Значит, у Белоруссии, да, по поводу того, что сможет ли она стать центром между ЕС и КНР. Есть одно большое препятствие перед Белоруссией, это Польша. То есть вам гораздо лучше наверняка известна, да, вот эта ситуация. Я буду благодарен, если кто-то что-то каким-то репликой добавит к этой ситуации. Но я четко осознаю, что Польша это наиболее антикитайский настроенный партнер Соединенных Штатов, наиболее такой агрессивный игрок. И как вот будет развиваться ситуация, может ли стать реально Беларусь центром условно реэкспорта или транзитного, это зависит во многом даже не от желания России, не от желания Китая, а вот от позиции Польши. Если как-то китайские власти смогут Польшу переманить на свою сторону, возможно, да. Но я вижу, что вот это такой ключевой игрок, который мешает вот реализации этой стратегии. Именно реально вот Польша, она мешает и словно там просто физически саботирует или замедляет процесс движения, соответственно, логистического по этим товарным потокам. Для Беларуси это очень большой вызов, и я, честно говоря, не знаю, как решить, но, возможно, будущее покажет, что будет с Польшей. Значит, по поводу китайской специфики, естественно, я вам сейчас тут условно все не расскажу, но я бы хотел вот такой очень интересный тезис вот именно здесь впервые рассказать, может быть, поделиться с вами. Почему вот очень много людей сейчас и в публичной сфере говорят о какой-то китайской специфике, о том, что там надо читать Конфуция, Джуанзе, Лао-Цзэ, Мэнзе, там, не знаю, кого угодно, Суньцзэ и так далее. И это все как будто бы не очень работает. Да? Почему я очень не люблю вот этих вот детей лейтенанта Конфуция, которые рассказывают, что там для того, чтобы вести бизнес с Китаем, надо там какие-то там, не знаю, магические практики. На самом деле, вот вы посмеиваетесь, но это процветает на самом деле. То есть, хочешь вести бизнес с Китаем, там, научись, там, не знаю, 4 подарка не дари, часы настенные не дари, 8 подарков дари, там, 2 цветка приноси.
И это вообще не играет. То есть я видел, когда делегация одного из районов была подарена 8 настенных часов, никто из них, соответственно, всей делегации каждому. Но я посмотрел, конечно, подумал, ну ладно, никто не убежал, все нормально, все понимают. Очень интересный тезис. Вот просто вслушайтесь, 2 цифры. Значит, что такое вообще традиционное сознание китайцев? Оно выражается в материальная база, это праздники государственные. Вот 4 государственных праздника, которые имеют отношение к религиозной структуре сознания Китая. Первое это Чхунцзе, да, это Новый год, да, это плюс-минус религиозный праздник. Второе, это, соответственно, Цинминдзе, да, это День чистых могил, поминовение усопших. Значит, есть праздник драконьих лодок, да, Дуанудзе. И, соответственно, есть Джунсюдзе, это праздник середины осени, такой женский праздник инский, да. Первая цифра, значит, количество китайцев, посетившие могилы своих предков, а у них в основном, соответственно, мы понимаем, что китайская религия – это религия предков, да, количество китайцев, посетивших могилы предков из всего населения китайцев. Цифра варьируется от 1 до 3%. Это точно примерно такое же количество, как количество прихожан постоянных Русской Православной Церкви в России, а если мы еще посчитаем, сколько там причастие получает, еще на 100 поделишь. То есть это незначительная величина, это ярко отражает реальное присутствие традиционного религиозного сознания в Китае. Менее 1% реально китайцев, которые, значит, верят тому, что и, скажем, относятся к Конфуцию как к культу и так далее и тому подобное. Да, я не говорю, что полностью архаичное сознание и архетипы сознания китайского не работают, но религиозный фактор, он явно преувеличен, да. И другая, да, цифра, не цифра, а вот именно показатель. Китай – это самая читающая страна и самая пишущая по фантастике. И китайская фантастика – это значительный объем ныне печатаемой литературы. Что это значит? Китай, главный вывод, который я делаю, это цивилизация модерна. Если Европа архаизируется, постмодернизируется, то Китай – это индустриальная цивилизация модерна,